История кораблекрушения британского океанского круизного судна «Титаник». Судно «Титаник» – британский пассажирский лайнер компании White Star Line, затонувший в Северной Атлантике 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Из примерно 2224 пассажиров и членов экипажа на борту погибло более 1500 человек, что сделало потопление на тот момент одним из самых смертоносных среди одиночных кораблей и самым смертоносным потоплением суперлайнера или круизного лайнера в мирное время на сегодняшний день. Благодаря большому вниманию общественности, катастрофа с тех пор стала материалом для многих художественных произведений и основой жанра фильмов катастроф. «Титаник» был самым большим судном на плаву на момент ввода в эксплуатацию и вторым из 3 океанских лайнеров «Олимпик-класса», эксплуатируемых компанией White Star Line. Ее построила верфь Harland & Wolff в Белфасте. Томас Эндрюс, главный военно-морской архитектор верфи в то время, погиб в катастрофе. «Титаник» был оснащен 3 основными двигателями: 2 поршневых, 4 цилиндровых, тройное расширение паровых двигателей. 2 поршневых двигателя имели общую мощность 30 тысяч лошадиных сил. Мощность паровой турбины составляла 16 тысяч лошадиных сил. «Титаник» находился под командованием капитана Эдварда Смита, который затонул вместе с кораблем. Океанский лайнер перевозил некоторых из самых богатых людей в мире, а также сотни эмигрантов из Великобритании и Ирландии, Скандинавии и других стран Европы, которые искали новую жизнь в Соединенных Штатах. Для пассажиров на борту судна «Титаник» соответствуют высочайшим стандартам роскоши. Согласно планам общего расположения «Титаник», судно могло принять 833 пассажира первого класса, 614 пассажиров второго класса и 1006 пассажиров третьего класса при общей пассажировместимости 2453 человека. Кроме того, ее вместимость для членов экипажа превышала 900 человек, поскольку в большинстве документов ее первоначальной конфигурации указывалось, что ее полная грузоподъемность как для пассажиров, так и для экипажа составляла примерно 3547 человек. Дизайн ее интерьера отличался от дизайна других пассажирских лайнеров, которые обычно оформлялись в довольно тяжелом стиле усадьбы или английского загородного дома. Первоклассное жилье было спроектировано как вершина комфорта и роскоши, с тренажерным залом, бассейном, библиотеками, ресторанами высокого класса и роскошными домиками. Сверхмощного радиотелеграфный передатчик был доступен для отправки пассажиров в Маркониграмс и для оперативного использования судна. «Титаник» имел расширенные функции безопасности, такие как водонепроницаемые отсеки и водонепроницаемые двери с дистанционным управлением. На судне было 16 шлюпбалок для спасательных шлюпок, каждая из которых могла опустить по 3 шлюпки, могли бы разместить 48 шлюпок. Однако на «Титанике» было всего 20 спасательных шлюпок, 4 из которых были разборными, и их было трудно спустить на воду во время затопления. Проведенные спасательные шлюпки были достаточно для 1178 человек, около половины человек, присутствующих на борту, и 1/3 ее общая мощность, благодаря морской безопасности правил в те дни. Во время затопления судна спущенные спасательные шлюпки были заполнены при эвакуации только наполовину. Первое плавание началось в полдень 10 апреля 1912 года, как и было запланировано. При отплытии судна едва не случилось столкновение 2 судов, «Титаник» и пришвартованного лайнера SS City of New York на американской линии и «Оушеник» на линии White Star Line, последний из которых был бы ее напарником по службе из Саутгемптона.
Ее огромное водоизмещение привело к тому, что оба меньших корабля были подняты водной выпуклостью, а затем упали в желоб. В судне «Нью-Йорк» швартовные тросы не могли принять внезапное напряжение, и они лопнули, попавшего в опасную зону внешнего гидродинамического давления по направлению к «Титанику». Ближайший буксир «Вулкан» пришел на помощь, взяв судно «Нью-Йорк» на буксире, и капитан Смит приказом взял под контроль судно «Титаник». Два корабля избежали столкновения на расстоянии около 4 футов, 1,2 метра. После инцидента «Титаник» с часовым опозданием продолжил свой путь на малом ходу и с опущенными до уровня ватерлинии якорями, чтобы в случае опасности лайнер мог быстрее остановиться. После выхода судно «Титаник» зашел в Шербур во Франции и Квинстаун, ныне Кобх, в Ирландии, прежде чем отправиться на запад в Нью-Йорк. Первые 3 дня плавания из Квинстауна прошли без происшествий. Был пожар на судне. Он начался в одном из угольных бункеров около 10 дней до отправления судна и продолжался гореть в течение нескольких дней в его путешествии, но пассажиры не знали о такой ситуации. В то время на борту пароходов часто возникали пожары из-за самовозгорания угля. Пожары нужно было тушить с помощью пожарных шлангов, переместив верхний уголь в другой бункер, удалив горящий уголь и загрузив его в топку. Пожар был окончательно потушен 14 апреля. Были некоторые предположения и дискуссии относительно того, могли ли этот пожар и попытки его погасить сделать корабль более уязвимым перед его судьбой. 14 апреля, через 4 дня после перехода, примерно в 375 милях, 600 километров, к югу от Ньюфаундленда, «Титаник» столкнулся с айсбергом в 23 часа 40 минут по судовому времени. Наблюдатель Фредерик Флит заметил айсберг непосредственно перед «Титаником» и предупредил мост. Первый помощник Уильям Мёрдок приказал обойти препятствие и включить двигатели, но было слишком поздно. Правый борт «Титаника» ударился об айсберг, образовав серию дыр ниже ватерлинии. Корпус не был пробит айсбергом, а скорее помят так, что швы корпуса выгнулись и расслоились, что позволило воде просочиться внутрь. Были пробиты 5 водонепроницаемых отсеков корабля. Вскоре стало ясно, что корабль обречен, так как он не выдержит более 4 затопленных отсеков. «Титаник» начал тонуть носом вперед. Вода переливалась из отсека в отсек, поскольку угол его падения в воде становился все круче. Те, кто находился на борту «Титаника», были плохо подготовлены к такой чрезвычайной ситуации. В соответствии с принятой практикой того времени, поскольку суда считались в значительной степени непотопляемыми, а спасательные шлюпки предназначались только для перевозки пассажиров на ближайшие спасательные суда. Судно «Титаник» не имел достаточно количества спасательных шлюпок, их было всего 16, и 4 из которых были разборными, только для половины пассажиров. Экипаж не был должным образом обучен проведению эвакуации. Офицеры не знали, сколько они могут безопасно погрузить на борт спасательных шлюпок, и многие из них спустили на воду наполовину пустые. Пассажирам 3-го класса пришлось в основном заботиться о себе самим, в результате чего многие из них оказались в ловушке под палубой, когда корабль наполнился водой. При загрузке спасательных шлюпок, как правило, соблюдали протокол прежде всего женщины и дети, и большинство пассажиров и членов экипажа мужского пола остались на борту. Около 2 часов 15 минут утра, чуть более 2,5 часов после того, как «Титаник» столкнулся с айсбергом, скорость его погружения внезапно увеличилась, поскольку палуба лодки погрузилась под воду, и море хлынуло через открытые люки и решетки. Когда ее корма без опоры поднялась из воды, обнажив гребные винты, корабль сломался на 2 основные части между 2-й и 3-й воронками из-за огромных сил, воздействующих на киль. С носом под водой и воздухом в корме, корма оставалась на плаву и плавучести еще несколько минут,
поднимаясь почти до вертикального угла, и сотни людей все еще цеплялись за нее, а затем в 2 часа 20 минут утра затонула. Долгое время считалось, что корабль затонул целиком, но обнаружение крушения много лет спустя показало, что корабль полностью раскололся надвое. Все оставшиеся пассажиры и экипаж были погружены в смертельно холодную воду с температурой -2 градуса. Внезапное погружение в ледяную воду обычно приводит к смерти в течение нескольких минут либо от остановки сердца, либо от неконтролируемого дыхания водой, либо от холода. И почти все находившиеся в воде умерли от остановки сердца или другие реакции организма на замерзшую воду в течение 15-30 минут. Только 5 из них помогли забраться в спасательные шлюпки, хотя в спасательных шлюпках было место еще почти на 500 человек. Сигналы бедствия передавались по беспроводной связи, ракетами и лампами, но ни один из ответивших кораблей не находился достаточно близко, чтобы достичь «Титаника», прежде чем он затонет. Радист на борту СС «Бвайрма», например, подсчитал, что лайнер может прибыть на место происшествия только в 6 часов утра. Между тем, калифорнийский эсэсовец, который до столкновения был последним, кто контактировал с ним, увидел ракеты «Титаника», но не смог помочь. Около 4 часов утра судно «Карпатио» прибыла на место происшествия в ответ на предыдущие сигналы бедствия с «Титаника». 710 человек выжили в катастрофе и были доставлены Карпатией в Нью-Йорк, первоначальный пункт назначения «Титаника», в то время как по меньшей мере 1500 человек погибли. Капитан Карпатио описал это место как ледяное поле, которое включало 20 больших айсбергов высотой до 200 футов, 61 метр, и множество меньших айсбергов, а также льдины и обломки «Титаника». Пассажиры рассказали, что они находились посреди огромной белой ледяной равнины, усеянной айсбергами. Судно «Карпатио» добрался до Нью-Йорка через 3 дня после того, как покинуло место катастрофы. Ее путешествие замедлили паковый лед, туман, грозы и бурное море. Однако она могла передавать новости о случившемся во внешний мир по беспроводной связи. Первоначальные сообщения вводили в заблуждение, из-за чего американская пресса 15 апреля ошибочно сообщила, что «Титаник» буксирует в порт Вирджиния. Позже в тот же день пришло подтверждение, что «Титаник» был потерян и что большинство его пассажиров и экипажа погибли. Новости привлекли толпы людей в офисы White Star Line в Лондоне, Нью-Йорке, Монреале, Саутгемптоне, Ливерпуле и Белфасте. Сильнее всего он пострадал в Саутгемптоне, люди которого понесли самые большие потери в результате затопления. 4 из каждых 5 членов экипажа были из этого города. «Карпатио» пришвартовалась в 21 час 30 минут 18 апреля у пирса 54, Нью-Йорк, и была встречена около 40 тысяч человек, ожидавших на пристани во время сильного дождя. Немедленная помощь в виде одежды и транспортировки в приюты была предоставлена Комитетом помощи женщинам, Обществом помощи путешественникам Нью-Йорка, Советом еврейских женщин и другими организациями. Судно «Карпатия» была поспешно пополнена едой и провизией, прежде чем продолжить свое путешествие в Фиуме, Австро-Венгрия. Ее экипаж получил бонус в размере заработной платы в месяц по пути к Юнот в качестве награды за свои действия, и некоторые из «Титаника» пассажиры объединились, чтобы дать им дополнительный бонус в размере почти 900 фунтов и поделиться между членами экипажа. Прибытие корабля в Нью-Йорк вызвало бешеный интерес прессы. Газеты соревновались за то, чтобы первыми сообщать истории выживших. Многие благотворительные организации были созданы для помощи жертвам и их семьям, многие из которых потеряли единственного кормильца или, в случае многих выживших из 3-го класса, всего, что у них было. В Нью-Йорке, например, создан совместный комитет Американского общества Красного Креста и благотворительных организаций для оказания финансовой помощи оставшимся в живых и иждивенцам погибших.
Число жертв затопления неясно из-за ряда факторов. К ним относятся путаница в списке пассажиров, который включал некоторые имена людей, которые отменили поездку в последнюю минуту, и тот факт, что несколько пассажиров путешествовали под псевдонимами по разным причинам и поэтому были дважды учтены в списках пострадавших. Число погибших составило от 1490 до 1635 человек. В Соединенных Штатах и Великобритании более 60 выживших вместе подали в суд на компанию White Star Line за ущерб, связанный с потерей жизни и багажа. Сумма исков составила 16 миллионов 804 тысячи $112, примерно 419 миллионов долларов в долларах США в 2018 году, что намного превышает то, за что, по утверждениям White Star, она несет ответственность как общество с ограниченной ответственностью в соответствии с американским законодательством. Поскольку основная часть тяжущихся сторон находилась в Соединенных Штатах, White Star подала прошение в Верховный суд США в 1914 году, который постановил в свою пользу, что он квалифицирован как ЛК, и обнаружил, что причины потопления корабля были в значительной степени непредвиденными, а не по неосторожности. Это резко ограничило объем возмещения убытков, на которые имели право выжившие члены их семей, что побудило их уменьшить свои требования примерно до 2,5 миллионов долларов. Катастрофа была встречена во всем мире шоком и возмущением в связи с огромными человеческими жертвами, а также с нарушениями нормативно-правовой и производственной деятельности, которые к ней привели. Общественные расследования в Великобритании и США привели к значительному повышению безопасности на море. Одним из их важнейших наследий стало принятие Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, СОЛАС, в 1914 году, которая до сих пор регулирует безопасность на море. Во всем мире было принято несколько новых правил беспроводной связи, чтобы извлечь уроки из множества ошибок в беспроводной связи, которые могли бы спасти гораздо больше пассажиров. Крушение «Титаника» было обнаружено в 1985 году экспедицией франко-американской эгидой ВМС Соединенных Штатов. Корабль разделился на две части и постепенно распадается на глубине 3784 метра. Тысячи артефактов были обнаружены и выставлены в музеях по всему миру. «Титаник» стал одним из самых известных кораблей в истории. Он изображен в многочисленных произведениях популярной культуры, включая книги, народные песни, фильмы, экспонаты и мемориалы. «Титаник», второе по величине крушение океанского лайнера в мире, уступает только своему сестринскому кораблю «Британик». Тем не менее, он является крупнейшим из затонувших во время службы в качестве лайнера, так как «Британик» использовался в качестве госпитального корабля во время его затопления. Последняя выжившая, Мелвина Дин из Англии, которая в возрасте всего 9 недель была самым молодым пассажиром на борту, умерла 31 мая 2009 года в возрасте 97 лет. Двумя особыми выжившими были стюардесса Вайолет Джессоп и кочегар Артур Джон Прист, которые пережили затопление «Титаника» и судна «Британик» и находились на борту судна «Олимпик», когда его протаранили в 1911 году. 16 апреля 2012 года, на следующий день после столетия затопления, были опубликованы фотографии, на которых запечатлены возможные человеческие останки, покоящиеся на дне океана. На фотографиях, сделанных Робертом Баллардом во время экспедиции. В 2004 году видны были ботинок и пальто рядом с кормой «Титаника», что эксперты назвали неопровержимым доказательством того, что это место, где кто-то остановился, и что человеческие останки могли быть похоронены в донных отложениях под ними. Обломки «Титаника» подпадают под действие Конвенции ЮНЕСКО 2001 года об охране подводного культурного наследия.
Это означает, что все государства-участники конвенции запретят разграбление, коммерческую эксплуатацию, продажу и распространение обломков корабля и его артефактов. «Титаник» более 100 лет был источником вдохновения для художественной и научно-популярной литературы. Она отмечена памятниками погибшим и музеями, в которых экспонируются артефакты с места крушения. Сразу после затопления памятные открытки продавались в огромных количествах вместе с памятными вещами, начиная от жестяных конфетных коробок до тарелок, джиггеров для виски. Несколько выживших написали книги о своем опыте, но только в 1955 году первая исторически точная книга «Память о ночи» была опубликована. Первый фильм о катастрофе «Спасенный с Титаника» был выпущен всего через 29 дней после того, как корабль затонул, и его главной звездой был настоящий выживший, актриса немого кино Дороти Гибсон. Британский фильм «Память о ночи», выпущенный в 1958 году, до сих пор считается наиболее исторически точным фильмом, изображающим затопление. Самым финансово успешным на сегодняшний день был «Титаник» Джеймса Кэмерона, выпущенный в 1997 году, который стал самым кассовым фильмом в истории к тому времени, а также обладатель 11 «Оскаров» на 70-й церемонии вручения премии «Оскар», включая лучший фильм и лучший режиссер Кэмерон.